Вот интересный факт. Средний огородник получает с одного куста картофеля от 1 до 2 килограммов. Те, кто знают несколько конкретных вещей, собирают от 4 до 5 килограммов с того же куста. Разница в 2-3 раза. С той же грядки, с теми же руками. Причем это не про секретные сорта или дорогие препараты. Это про несколько биологических особенностей картофеля, которые большинство просто не знает. Сегодня разберем 6 правил. От выбора клубня до окучивания. Каждое с объяснением почему это работает именно так. Друзья, для удобства к каждому правилу подготовили заметки на экране. Простая картинка с самым главным. Цифры, схемы, что можно и нельзя. Как только она появится на экране, сохраните скриншот в телефон. Не надо ничего записывать и запоминать. Перед посадкой просто откроете и посмотрите. Заметок сегодня 6, по одной на каждое правило. Картофель принято считать простой культурой. Бросил в землю, выкопал осенью. Но вот в чем дело. Картофель реагирует на условия очень точно. И большинство потерь урожая происходит не от болезней и не от погоды, а от нескольких ошибок, которые делаются еще при посадке. Хорошая новость. Эти ошибки простые. И исправить их несложно, если понять логику. Не просто делай так, а почему именно так работает. Разберем по порядку. 6 правил, 6 заметок. Поехали. Блок 1. Когда сажать, температура важнее календаря. Начнем со сроков. Потому что ошибка здесь стоит дорого и сразу задает весь сезон. Картофель не тот овощ, которому нужно тепло. Он любит прохладу. Это важный момент, который многие не учитывают. Картофель родом из высокогорных районов Южной Америки, там, где среднесуточная температура летом держится около плюс 15 градусов. Это его родная среда, и он под нее заточен. Логика вот в чем. Клубни формируются под землей. Им нужна прохладная почва, оптимально от плюс 14 до плюс 20 градусов. Как только температура грунта превышает плюс 29, внутри растения срабатывает что-то вроде предохранителя. Весь сахар, который листья вырабатывают за день через фотосинтез, сгорают на дыхание самого растения. До клубней не доходит ничего. Рост останавливается полностью. Вот почему картофель, посаженный в холодную землю, просто лежит и ждет. Он не гниет, не развивается, просто ждет нужной температуры. Всходы в таких условиях появляются через от 40 до 50 дней. Слабые, неровные. И такие растения сразу уязвимы для болезней, у них не было сил на нормальный старт. А картофель, посаженный при плюс 9 градусах на глубине 10 сантиметров, взойдет через 9 дней. Теперь, как определить эту температуру без термометра? На заметке видите 3 народных ориентира. Одуванчик. Как только одуванчики массово зацвели на вашем участке, через 3-4 дня можно сажать. Одуванчик зацветает именно при прогреве почвы до нужной глубины. Природа сама сигнализирует. Береза. Лист размером примерно с 5-рублевую монету. Почва прогрелась до плюс от 10 до 12. Это уже идеальные условия. Городской признак. Отключили отопление в домах, почва тоже уже прогрелась. Городские жители – это ваш ориентир. Теперь про другую крайность. Слишком позднюю посадку. Почва прогрелась выше плюс 20 градусов. Картофель направит силы в ботву. Листья, стебли, цветы – всего будет много, а клубней под землей мало. Растение работает на рост надземной части, а не на накопление урожая. Кстати, есть момент, который мало кто связывает. Если сажать ранние сорта слишком рано, такой картофель не будет хорошо храниться. Максимум до января. Ранняя посадка ускоряет весь цикл, клубни не успевают как следует вызреть, кожура остается тонкой. При хранении они вянут и портятся раньше времени. Поэтому, если заготавливаете на зиму, торопиться не надо. Золотое окно для посадки – почва от плюс 9 до плюс 15 на глубине 10 сантиметров. Все это на заметке номер 1. Сохранили? Блок 2.
Семенной материал. Что брать и как подготовить. Теперь про клубни. Какой выбрать? Вопрос, который решается логикой, а не традицией. Чаще всего на посадку откладывают либо самую мелочь, которую жалко есть, либо наоборот, самую крупную. Оба варианта не лучший выбор. Разберем почему. Крупный клубень – много глазков. Из каждого пойдет росток. Ростков много, стеблей много, куст вынужден кормить всех сразу. В итоге клубни сформируются мелкие. Их будет много, но маленьких. Мелкий клубень – мало глазков, мало побегов. Куст всю силу отдает в несколько клубней. Картофелей будет меньше, зато крупнее. Лучший вариант – средний клубень. Плотный, крепкий, без повреждений. Это баланс между количеством и размером урожая. Именно его видите выделенным на заметке. Теперь про подготовку. Самый эффективный и при этом простой способ – озеленение. За от 10 до 14 дней до посадки достаньте картофель из погреба и разложите в один слой на рассеянном свету. Не на прямом солнце, просто при дневном освещении. В комнате, на веранде, в сарае, с окном. Что происходит за эти 2 недели? Клубни позеленеют. В них накопится солонин. Для нас есть его нельзя, но для медведки и проволочника это яд. Они обходят такой клубень стороной. Плюс появятся короткие, толстые, зеленые ростки. Такой картофель после посадки взойдет быстро и дружно. Часто бывает, достали картофель, а там уже длинные белые ростки. Сажать можно, только аккуратно, чтобы не обломать. И вот важный момент. Не обламывайте все ростки подряд. Это будущие стебли растения. Уберете все, картофель потратит 2 недели на восстановление вместо того, чтобы расти. Оставляйте, просто обращайтесь с клубнем бережно. Теперь про обновление сорта, момент, который многие упускают годами. Если сажаете картофель со своего огорода уже от 5 до 7 лет подряд, сортовые признаки постепенно теряются. В клубнях накапливаются вирусы, болезни. Клубни год за годом мельчают. Это происходит медленно. И человек просто не замечает. Думает, ну погода такая, ну земля устала. Решение простое. Раз в 5-7 лет покупайте новый семенной материал. Элита или первая репродукция – это обозначение чистоты сорта. Разница в урожае заметна сразу в первый же сезон. На заметке номер 2 это отмечено отдельно. И последнее. Осмотр каждого клубня перед посадкой. Мягкие пятна, гниль, странные вмятины в землю не идет. Один больной клубень заражает соседние растения через почву. Лучше выбросить десяток сомнительных, чем потерять половину грядки. Блок 3. Почва и глубина. Тест за 1 минуту. Перейдем к почве. Здесь есть один простой тест, который нужно сделать на своем огороде прямо сейчас. Займет минуту, но скажет все, что нужно знать. Возьмите горсть земли с глубины примерно 10 сантиметров. Слегка увлажните. Попробуйте скатать шарик. Шарик не скатывается. Легкая песчаная почва. Шарик скатался, но сразу рассыпается. Средняя почва. Шарик скатался, и можно раскатать в колбаску. Тяжелая глинистая. От типа почвы зависит глубина посадки. И вот почему это важно. Тяжелая глинистая почва плохо пропускает воздух. Картофельный росток пробивается наверх с усилием. Если посадить глубоко в такую почву, клубень ослабнет еще до того, как выйдет на поверхность. На тяжелой почве глубина от 4 до 6 сантиметров. Не глубоко, зато росток выйдет быстро и крепким. Легкая песчаная почва – другая история. Она быстро пересыхает и быстро прогревается. Если посадить мелко, клубень окажется в горячем и сухом слое. А мы уже знаем, что при плюс 29 рост останавливается, поэтому на легкой почве сажаем глубже, от 10 до 15 сантиметров. Там прохладнее и влажнее. Средняя почва – стандарт, от 7 до 8 сантиметров. Это подходит большинству огородов. Про удобрение почвы. Лучшее, что можно сделать,
внести хорошо перепревший перегной с осени. Темный, рассыпчатый, с запахом земли, а не навоза. Примерно 5 килограммов на квадратный метр. Это примерно полведра на квадрат. Свежий навоз категорически нельзя. Он вызывает паршу на клубнях и приносит огромное количество семян, сорняков, которые потом замучают весь сезон. Про золу часто спрашивают. Вносить можно, она дает калий и раскисляет почву, но без прямого контакта с клубнем. Зола сильно защелачивает почву прямо у клубня. Это прямой путь к парше. Правильно. Сначала зала на дно лунки, потом слой земли от 3 до 4 сантиметров и только потом клубень. Про кислотность. Картофель хорошо растет на слабокислой почве. pH от 5,5 до 6,5. Ниже 5,5 вносите доломитовую муку осенью. Все это есть в заметке номер 3. Блок 4. Что класть в лунку и главное правило. Теперь про удобрения непосредственно при посадке. Здесь одно правило, которое нельзя нарушать, и один малоизвестный факт, который реально влияет на урожай. Сначала факт. Из всех элементов питания картофель особенно активно использует магний и калий. Именно они отвечают за количество клубней, их размер и накопление крахмала. Больше крахмала, картофель рассыпчатее, вкуснее, лучше хранится. Логика вот в чем. Магний входит в состав хлорофилла, того самого зеленого пигмента, через который работает фотосинтез. Нет магния, фотосинтез замедляется, меньше сахаров производится, меньше крахмала накапливается в клубнях. Цепочка прямая. Магний особенно важен на легких песчаных почвах. Там он вымывается быстрее всего. Первый симптом нехватки – листья желтеют между жилками, а сами жилки остаются зелеными. Увидели такое? Нужен магний. Что добавить в лунку? Азофоска или калимак от 4 до 5 граммов. Это не полная чайная ложка. Немного, но достаточно для старта. Теперь главное правило, которое нарушают чаще всего – никакого прямого контакта удобрения с клубнем. Смотрите схему заметки номер 4. Порядок такой. Дно лунки. Удобрение. Слой земли от 2 до 3 сантиметров. Клубень засыпать. Прослойка земли между удобрением и клубнем обязательно. Без нее концентрированное удобрение обжигает молодые корешки. Клубень либо взойдет слабым, либо не взойдет вовсе. То же самое с перегноем. Горсть хорошо перепревшего перегноя в лунку – отличная идея. Но та же история. Прослойка земли обязательно. Свежий навоз в лунку не кладем никогда. Блок 5. Защита от вредителей при посадке. 2 главных врагов картофеля – проволочник и колорадский жук. И именно при посадке лучший момент для защиты от обоих. Начнем с проволочника. Эта личинка жука-щелкуна живет в земле. Как только почва прогревается до +8, он поднимается из глубины и ест все, что попадается. В том числе свежепосаженные клубни. Поврежденный клубень дает слабые всходы, а слабые всходы дальше добивает все остальное. Как понять? Есть ли у вас проволочник? Вспомните прошлый сезон. При уборке были дырочки и ходы в клубнях. Есть и его много. Значит, не было. Достаточно профилактики. Если проволочника много, нужна обработка клубней перед посадкой. На заметке видите. Престиж, клубнещит, покровитель. Наносятся на клубни, защищают растения от 30 до 60 дней. Сейчас кто-то скажет. Химия в клубни попадет. Разберем логику. Ранние сорта созревают через 60 дней, поздние – через от 90 до 120. Препарат к этому времени уже разложился. Физически не может попасть в новый урожай. Он работает только в молодом растении, пока оно маленькое. Как только куст набрал силу, препарат разрушается. Это не табак, который вы курите. Это не мировой заговор. Это просто химия с конкретным сроком действия. Плюс эти препараты дополнительно защищают от фитофторы и парши на первые 2 месяца. Одна обработка при посадке
И растение защищено сразу от нескольких проблем. Если хотите без химии, биологические препараты. Баверия или метаризиум против насекомых. Триходерма против болезней. Природные грибы, которые поражают вредителей, работают мягче, требуют нескольких обработок, но вариант рабочий. Одно правило при любой обработке – резиновые перчатки. И соблюдайте дозировку точно по инструкции. Разбавите на глаз, препарат просто не сработает, деньги потрачены и вредители живы. Блок 6. Как сажать, полив и окучивание. Два основных метода посадки – лунки и гребни. Выбор зависит от региона и условий. Посадка в лунки – универсальный метод, особенно хорош для жарких и засушливых регионов. Клубни находятся глубже, не перегреваются в жару. Расстояние между рядами – 70 сантиметров. Между клубнями зависит от цели. Хотите много некрупного – 30 сантиметров. Хотите крупный картофель – от 45 до 60 сантиметров. Меньше кустов, но каждый куст кормит меньше клубней, и они крупнее. Посадка в гребне идеальна для холодных и влажных регионов. Гребень выше поверхности земли прогревается быстрее весной. Там, где весна затяжная и холодная, это важно. Плюс лишняя вода стекает в канавки между гребнями и не застаивается у корней. Расстояние между гребнями 80 сантиметров. Между клубнями от 25 до 30 сантиметров. Теперь про полив – момент, который конкуренты почти не объясняют. Картофель спокойно относится к холодной воде. Больше того, холодная вода из скважины для него даже лучше, чем теплая. Вот почему. Холодная вода снижает температуру почвы у корней. А мы уже знаем, что при перегреве выше плюс 29 рост клубней останавливается. Холодный полив – это естественное охлаждение грунта. Греть воду специально не нужно. Когда начинать поливать? Только когда ботва выросла выше 15 сантиметров. Более ранний полив провоцирует бурный рост ботвы в ущерб клубням. Видели, когда дождливое лето, листва огромная зеленая, а копаешь, клубней почти нет? Вот это оно и есть. Поливаем до окончания цветения. В этот период клубни активно набирают массу. После того, как цветение закончилось, потребность в воде снижается. Схема полива простая. На легких песчаных почвах через 7 дней после последнего обильного дождя. На тяжелых глинистых через 10 дней. Картофель не любит переувлажнения. Корни в болоте работают плохо. Теперь про окучивание. Разберем, зачем это вообще нужно, потому что большинство делают его по привычке, не понимая механики. Главная задача окучивания – снизить температуру почвы у корней в летнюю жару. Верхний слой земли раскаляется до плюс 30 и выше. Мы уже знаем, что при плюс 29 рост клубней останавливается. Если подгребать землю к кусту, клубни оказываются в более прохладном и влажном слое. Рост продолжается. Второй момент – зеленый картофель. Клубни, которые выглядывают на поверхность, накапливают соланин. Есть его нельзя, и варка не помогает. Окучивание закрывает клубни землей. Когда окучивать? Когда ботва вырастет до 15-20 сантиметров. Повторно через 2-3 недели. Ширина окучивания – важный момент. Не узкий конус вокруг стебля, а широкая пологая насыпь. Края насыпи должны примерно совпадать с краями листьев куста. Чем шире, тем лучше термоизоляция и больше места для роста клубней. Все по заметке номер 6. 6 правил, 6 картинок. Части ошибки. Дорогие садоводы, соберем отдельно то, что чаще всего идет не так. Первое. Посадка в холодную землю. Ждут, пока потеплеет, а нужна температура именно почвы, не воздуха. Ждите одуванчика или березовый лист с монету. Второе. Обрывают все ростки перед посадкой. Неудобно сажать с длинными ростками, понятно. Но это будущие стебли. Убрали все, потеряли 2 недели на восстановление. Третье. Удобрение вплотную к клубню. Прямой контакт, химический ожог корней.
Прослойка земли от 2 до 3 см. Всегда. 4. Свежий навоз в лунку. Парша на клубнях гарантирована. Только хорошо перепревший перегной, темный, рассыпчатый, без запаха навоза. 5. Окучивают узким конусом. Делают аккуратную горку вокруг стебля. А надо широкую пологую насыпь по краям листьев. Узкий конус не снижает температуру почвы, он ее концентрирует. Итак, 6 правил, 6 заметки. Сроки по температуре почвы не по календарю. Средний клубень, озелененный за от 10 до 14 дней. Глубина посадки зависит от типа почвы. В лунку удобрение через прослойку земли. Защита от проволочника при посадке. Метод лунки или гребни под ваш регион. Полив с 15 см ботвы холодной водой. Окучивание широкое. Не конус, а насыпь. Все заметки в моем телеграм-канале, ссылка в описании. Переходите, подписывайтесь. Напишите в комментариях, а как у вас с окучиванием? Делаете широко или узким конусом вокруг стебля? Интересно сравнить? Это один из тех моментов, где у всех по-разному и все думают, что делают правильно. До встречи, друзья!